Широ был обычным служащим в современной Японии, жил безрадостной жизнью, каждый день выполняя одну и ту же работу, и всегда мечтал о большем. Каждое утро он просыпался, садился в автобус и ехал на работу, работал до позднего вечера, а потом возвращался в свою убогую квартиру, где проводил остаток дня, просматривая ТикТок. Он всегда хотел большего от жизни, и его желания наконец-то сбылись. Однажды ночью он проснулся и обнаружил себя в белой пустоте, где ничего не было видно, но вскоре его глаза сфокусировались, и он понял, что сидит перед беловолосым айдолом, который утверждает, что он сам бог. Но Широ не 13-летняя девочка, поэтому он сидит и спрашивает, где он находится. Бог-айдол говорит, что Широ умер и сейчас находится в лимбе, где его душа вот-вот исчезнет навсегда, но Бог готов дать ему выбор. Бог говорит, что может отправить его в другой фантастический мир под названием Мадиус, если он захочет, где он сможет прожить свою жизнь заново, кем захочет. Это сразу же привлекает внимание Широ, который чувствует, что это сбывшаяся мечта. Бог тут же достает блокнот и начинает записывать особые навыки, которые он хотел бы передать Широ. Вскоре время истекает, и Широ отправляется в фантастический мир Мадиуса. Когда Широ снова просыпается, он оказывается посреди леса и радуется возможности получить второй шанс в жизни. Он тут же встает и начинает исследовать мир, и вскоре выходит из леса и видит вдалеке небольшую деревню. Он сразу же хочет посмотреть, что там интересного, но решает, что если он появится без денег, люди подумают, что он подозрительный, и даже не дадут ему поесть. Внезапно он вспоминает, что Бог сказал ему, что у него будут улучшенные навыки поиска, которые он сможет использовать, чтобы находить дорогие предметы и ингредиенты и продавать их за хорошую цену. Он уверенно встает с палкой в руках и кричит, чтобы активировать магию. Но ничего не происходит. Это пугает его, и он думает, что Бог просто обманул его, но вскоре понимает, что просто использовал неправильное слово. Когда он произносит слово «поиск», магия поиска активируется, и он сразу же видит, где находятся все коллекционные предметы в лесу. Он понимает, что эта способность очень полезна, и пробует использовать другую способность, которая позволяет ему получить больше информации об этом предмете. Он пробует разные комбинации слов, и, наконец, слово «сканирование» помогает ему активировать способности, и он получает больше информации о том, что можно собрать. Как в буфете, Широ берет все, что может, и анализирует их уровень, прежде чем положить в свою волшебную сумку, которая позволяет ему хранить столько вещей, сколько нужно, без какой-либо платы за подписку. Собрав все материалы в сумку, он решает отправиться в деревню. Когда солнце начинает садиться за горизонт, Широ наконец добирается до главных ворот деревни, которые охраняет одинокий стражник. Широ здоровается с ним, и тот просыпается. Оказывается, все жители этой деревни коротышки, а Широ самый высокий, что означает, что у него будет много девушек. Стражник спрашивает, кто Широ, мечник или рыцарь, но удивляется, узнав, что Широ в основном собиратель, что не очень распространено в этом мире. Стражник открывает дверь для Широ и говорит ему найти главный магазин в центре деревни, где обычно продают такие вещи. Широ входит в мирную деревню и идет по широкой дороге, где на него издалека смотрят жители, гадая, кто этот незнакомец. Широ направляется к главному магазину и заходит внутрь. Мужчина за прилавком тепло приветствует его и спрашивает, что он хочет продать. Широ достает овальный гладкий камень, который продавец тут же узнает. Это экскременты муравьеда. Он говорит, что никогда не видел такого идеального образца, и предлагает Широ 5 серебряных монет за него. Он понимает, что 5 серебряных монет — это примерно $350 США, больше, чем большинство из вас когда-либо видели. Он сразу же соглашается на сделку, и продавец очень радуется, потирая лицо. Продавец спрашивает, есть ли у Широ еще что-нибудь на продажу, и Широ тут же выкладывает все, что собрал в лесу. Продавец в шоке от такого количества предметов такого высокого качества и спрашивает Широ, зачем он пришел в такую маленькую деревню, чтобы продать такие невероятные вещи, которые могут принести ему много денег в любом большом городе. Широ тут же врет, что он просто путешественник, который собирает вещи и ездит по разным частям страны. Продавец замечает его талант и предлагает ему работу по сбору ценных камней в ледяных горах неподалеку, где он может встретить монстров. Широ не был уверен, хочет ли он сейчас идти на такое задание. Но продавец обещает заплатить 20 тысяч за камни, и у него не остается выбора, кроме как согласиться. Он прощается с продавцом и бродит по деревне, пока не находит себе гостиницу. Он снимает удобную комнату и ложится на жесткую кровать,
уставший после целого дня работы, мечтая принять ванну и смыть с себя грязь. В этот момент в дверь стучат, и в комнату входит молодая девушка с ванной, наполненной водой, чтобы он мог помыться. Но Широ никогда не принимал ванну и спрашивает, что ему делать с этим дерьмом. Девушка говорит ему, что он воняет и должен помыться влажным полотенцем, но Широ спрашивает, есть ли у них душ, и девушка смущается и говорит, что у них нет таких вещей, потому что только дворяне могут принимать ванну, а остальные должны мыться водой и полотенцем. Широ не может поверить, что такая простая вещь, как ванна, недоступна для простых людей. Но девушка говорит ему, что есть маги, которые могут творить магию и мыть других людей за деньги. Эта информация наводит Широ на мысль, и он выпроваживает девушку из комнаты, дав ей немного денег на чай. Закрыв дверь, Широ начинает практиковать заклинания, и, наконец, использует заклинание, которое превращает его в мага воды, позволяя ему принять столь необходимую ванну. Наконец, освежившись, он ложится на кровать от усталости, все еще скучая по душу, но решает поспать, чтобы пораньше встать. На следующее утро он просыпается на рассвете и отправляется в лес за разными вещами. В поисках грибов он замечает странную метку на одном из кустов и идет посмотреть, что там, и находит на земле разложившийся труп. Он пугается и падает, но быстро приходит в себя и подходит поближе. Он понимает, что это был член отряда охраны, который, должно быть, погиб, сражаясь с монстрами. Он думает, не стоит ли ему уйти отсюда, но решает остаться. Он берет тело и закапывает его глубоко в землю, а меч кладет на могилу, как надгробие. Покончив с этим, он решает приготовить ужин, и поскольку солнце уже садится, сначала создает вокруг себя магический барьер, а затем садится на землю и ставит котелок на огонь. Поскольку он не идиот, он решает приготовить себе ужин из диких овощей и мяса, которые нашел. Он готовит рагу из этих ингредиентов, которое получается очень вкусным, и заканчивает вечер на высокой ноте. На следующее утро он отправляется в лес с привидениями, где полно мертвых деревьев и тумана, из-за чего трудно что-либо разглядеть даже днем. Он использует магию света, чтобы видеть, и входит в лес, зная, что здесь полно монстров. Но насколько он может судить, в лесу нет ни одного живого существа. Он начинает собирать все ценное и вскоре заканчивает и решает уйти. Он замечает свет на выходе и бежит к нему, не зная, что бежит прямо к опасному обрыву. Он падает в пещеру и наверняка бы погиб, если бы не сообразил использовать магию полета, чтобы удержаться в воздухе. Он мягко приземляется и вздыхает с облегчением. Поняв, как близко он был к смерти, он решает впредь быть осторожнее. Он снова использует магию света в пещере и, к своему удивлению, обнаруживает, что там полно разных руд. Он быстро достает небольшой молоток и начинает работать, откалывая руду от окружающих камней, и вскоре наполняет свою сумку приличным количеством. Он замечает еще одну руду вдалеке, но внезапное землетрясение напоминает ему, что он не может здесь долго оставаться. Поэтому он быстро использует магию огненного шара, чтобы взорвать камень и быстрее достать руду. К его радости, эта руда оказывается мистической, которую хотел продавец, и он быстро кладет ее в карман, но решает пойти дальше, даже после очередного землетрясения. Через некоторое время он замечает голубой свет в конце туннеля и идет на него, но оказывается в пещере с самым голубым озером, которое он когда-либо видел. Он быстро спускается по камням, чтобы осмотреть озеро, которое оказывается волшебной водой уровня S. Это, безусловно, самая крутая вещь, которую он нашел, поэтому он сразу решает взять немного с собой. Но он начинает думать, есть ли у него достаточно большая фляга для воды и не протечет ли она. Но прежде чем он успевает что-то решить, из глубины появляется огромный черный дракон, разбрызгивая воду повсюду и обливая Широ, который кричит, спрашивая, кто разбудил его от глубокого сна. Широ уже насмотрелся и даже не вздрагивает, возвращаясь к своему обычному состоянию одинокого человека, который всегда кланялся каждому в своей жизни. Он кланяется дракону, извиняясь за то, что вошел в его логово, но дракон находит это забавным, потому что никогда не видел такого нервного человека, и спрашивает, кто он такой. Широ отвечает, что он обычный человек, но дракон отказывается в это верить, потому что чувствует огромное количество магической энергии, текущей через Широ, которая почти равна магической энергии самого дракона. Дракон спрашивает Широ, может ли он ему помочь, потому что только тот, у кого невероятное количество магии, может помочь ему в его ситуации.
Он говорит, что у него есть яйцо, которое не вылупляется, хотя прошло уже много времени, и спрашивает, может ли Широ помочь ему с этим. Он говорит, что не попросит его сделать это бесплатно, и просто касается воды, из которой появляются десятки огромных мистических руд. Широ сразу соглашается, и дракон достает черное яйцо и бросает его Широ. Широ хватает яйцо, пытаясь услышать сердцебиение, и думает, что же ему с ним делать. Внезапно он вспоминает, что яйца должны быть теплыми, и использует магию тепла, чтобы согреть скорлупу, которая внезапно начинает высасывать энергию из Широ. И он думает, что это обман и что он сейчас умрет. Он теряет сознание и оказывается в теплой воде, где появляется еще один Капо-бог с черными волосами, и говорит, что Широ начал творить дерьмо, которое нарушает течение этого мира. Широ спрашивает, умер ли он, но бог отвечает, что пока нет, и Широ приходит в себя, очнувшись в темноте. Он использует магию света и видит, что дракончик успешно вылупился из яйца. Дракон радуется, а дракончик встает на ноги. Дракон благодарит Широ за помощь и просит дать ему имя. Как идиот, Широ решает назвать дракончика Би, после чего дракон шокирует Широ, говоря, что теперь Би будет жить с ним. Широ не может поверить, что такое невероятно редкое и красивое существо может быть привязано к нему. Но большой черный дракон говорит ему, что он уже очень силен и сможет защитить малыша. После этого дракон исчезает под водой, оставляя Широ и Би продолжать свое путешествие вместе. Вскоре Широ и Би выходят из пещеры, и уже наступает вечер. Би радостно летает вокруг, потому что впервые видит внешний мир, и Широ понимает, что скоро стемнеет. Он решает разбить лагерь неподалеку и наполняет стакан волшебной водой из озера. Древний дракон использовал свою магию, чтобы соединить магический мешок Широ с озером, потому что волшебная вода абсолютно необходима для роста Би. Она быстро выпивает один стакан и просит еще, и Широ наливает ей еще. Но Би любезно протягивает ему стакан, потому что хочет, чтобы он тоже выпил питательную воду и был счастлив. После этого Широ использует магические камни, чтобы создать барьер, не произнося вслух все заклинания. Он знает, что магические камни очень редки в этом мире, прочитав книгу, которую купил у Шекспира, но для него это не проблема, потому что он может легко создавать магические камни. Он концентрирует магию тепла в своей ладони и создает магический камень, который создает контролируемое пламя для приготовления пищи. Когда огонь разгорается, Широ начинает готовить мясное рагу, и Би начинает бесконтрольно пускать слюни, увидев его. Широ думает, что она сможет переварить немного рагу, и наливает ей миску. Он предупреждает ее, что оно слишком горячее, но Би быстро выпивает его и обжигает язык, что довольно жалко для дракона. Широ приходится подуть на рагу, чтобы оно остыло, и Би пьет его, пока не насытится и не устанет. Широ находит ее очень милой, но потом спрашивает, не скучает ли она по отцу. Би сразу же подбегает к нему, чтобы обнять и сказать, что она счастлива быть с ним. Широ проверяет ее характеристики и видит, что она уже на уровне Би и обладает впечатляющими способностями. Он шокирован, но думает, что какой бы сильной она ни была, Би все еще ребенок, и ей нужен взрослый, который будет ее направлять. Он начинает говорить ей, что даже если она сильнее его, она не должна делать ничего безрассудного и должна слушаться его. Но малышка-дракон слишком устала и начинает храпеть прямо посреди лекции. Увидев, что она спит, Широ думает, что у него есть милая напарница, но не в том смысле, в котором он просил у бога Кпопа, и задается вопросом, не сделал ли бог это нарочно. На следующее утро Широ взбирается на скалу, с которой упал вчера, и добирается до леса. К его удивлению, лес выглядит совсем по-другому, и он думает, что это одна из причуд этого мира. Пока Би исследует окрестности, Широ решает поискать полезные предметы и находит кучу новых трав. Внезапно он чувствует странное покалывание, и в следующий момент к нему подлетает Би, явно чего-то испугавшись. Широ сразу же ищет поблизости монстров, и на радаре появляется множество указателей. Это удивительно, потому что вчера он не нашел ни одного монстра и задается вопросом, не смылся ли его неприятный запах, который отпугивал монстров. Он не боится сражаться с монстрами, потому что после победы над ними может получить хорошие материалы. Но опасность не только в лесу, и вскоре позади него появляется каменный сокол ранга Си. Би в ужасе от этого свирепого существа, но Широ находит его милым по сравнению с древним драконом. Прочитав описание монстра, он узнает, что его мясо вкусное, и этого достаточно, чтобы охотиться на него. Сначала он создает щит, а затем стреляет ледяными шипами в каменного сокола, мгновенно сбивая его. Широ рад, что получил один ингредиент, но тут Би указывает на монстров, выходящих из леса.
Он оборачивается и видит волков со змеиными хвостами и решает сразиться с ними в ближнем бою. Он накладывает чары, чтобы сделать свое тело легче и быстрее, поэтому, когда первый волк нападает на него, он уклоняется, высоко подпрыгивая в воздух. Затем он делает свое тело сверхтвердым с помощью магии и наносит удар ногой по голове первого волка, мгновенно убивая его. Другие волки нападают на него, но Широ слишком быстр для них. Он уклоняется от их атак и убивает их мощными и быстрыми ударами. Широ собирает мясо со всех монстров, но вскоре после этого замечает, что из леса выходят новые монстры. Теперь он раздражен, потому что не может сражаться вечно, поэтому Би решает помочь ему. Она пытается лететь, неся его, и Широ думает, что у нее не получится. Но Би использует свою женскую силу, чтобы поднять его, и Широ решает помочь ей, уменьшив свой вес. Он накладывает заклинание, чтобы стать легче, но Би этого не ожидала и внезапно взлетает высоко в небо. Широ паникует и говорит ей, что она летит слишком высоко, и удивленная Би роняет его. Широ начинает кричать, падая на землю, но деревья смягчают его падение, и он благополучно приземляется. Би летит за ним и начинает лизать его лицо, и Широ это раздражает. Поднявшись, он обнаруживает, что они вышли из леса, потому что Би была быстрее истребителя. Он благодарит ее за помощь и просит в следующий раз немного сдерживать свою силу, потому что он гораздо более хрупкий, чем она. Но Би не понимает этих сложных слов и крепко обнимает его, ломая пару ребер. После этого они продолжают путь в деревню, и Широ начинает размахивать веткой, которую нашел в своем рюкзаке. Он говорит Би, что это ветка легендарного дерева Игдрасиль, которое, как говорят, олицетворяет сам мир, но сейчас оно спит. Но Би знает, как разбудить спящую ветку, и выдыхает облако вонючего газа, который превращает крошечную ветку в посох. Широ потрясенный задается вопросом, может ли такой собиратель, как он, вообще пользоваться посохом. Он не хочет, чтобы люди думали, что он обычный волшебник или что-то в этом роде. Но его мысли прерывает громкий рев. Широ сразу же настораживается и готовится к бою. Но Би летит в сторону рева, заставляя его волноваться за нее. Широ следует за ней и видит, что она кружит вокруг дерева. Как только он подходит к дереву, он видит изможденную эльфийку и спрашивает, не напало ли на нее чудовище. Эльфийка отказывается, и вдруг ее живот издает громкий рев, который пугает Широ. Эльфийка говорит ему, что не ела 3 дня, и Широ не может поверить, что этот ужасный рев исходит из ее живота. Она просит воды, и он сразу же протягивает ей свою бутылку, которую она выпивает залпом. Вода помогает ей почувствовать себя лучше, но не утоляет голод, и Широ начинает искать коробку с обедом, которую он взял с собой. Он предлагает коробку с обедом эльфийке, которая жадно съедает ее, а затем испускает луч радости, говоря, что еда такая вкусная, что она чувствует себя на 7-м небе от счастья. Широ ошеломлен, потому что никогда не думал, что эльфы могут вести себя так нецивилизованно, но говорит ей, что еда вкусная только потому, что она голодала 3 дня. Затем он спрашивает ее, как она могла так быстро остаться без еды, ведь недалеко от нее есть деревня. Ей становится неловко от этого вопроса, и Широ начинает ее отчитывать. Он говорит, что даже новички, которые ничего не знают, берут с собой коробку с обедом в путешествие. Эльфийка злится и готова с ним поссориться, но Широ сразу же отступает, потому что от нее воняет. Этот расист Сока Эр говорит, что думал, что эльфы пахнут мятой и клубникой, но от нее пахнет свежим навозом. Эльфийка злится на него и говорит, что не могла помыться, потому что ей пришлось ночевать в лесу несколько дней. После этого она собирается уходить, поблагодарив Широ за еду, но сказав ему, что это нечестно, смеяться над тем, кого они только что встретили. Она убегает, и Широ разочарован своей первой встречей с эльфом. В любом случае, он возвращается к сбору материалов и выходит из леса. Би замечает карету, приближающуюся к ним издалека, и Широ очень впечатлен этим. Вскоре карета подъезжает ближе, и Широ поражен, увидев, что ее тянет единорог. Торговец, управляющий каретой, тоже удивлен и спрашивает, что он здесь делает. Широ говорит ему, что идет в деревню Торми пешком, и семья торговца выглядывает из кареты, чтобы посмотреть, кто там. Мужчина смотрит на посох Широ и спрашивает, не волшебник ли он, и тот нервно отвечает, что он просто собиратель. Это еще более впечатляюще, потому что в этом мире редко встречаются специалисты по сбору. Затем мужчина приглашает Широ поехать с ними, потому что они тоже едут в деревню Торми. Он спрашивает, сможет ли такой высокий и тяжелый человек, как он, ехать в карете, но мужчина не возражает. Широ принимает предложение и садится в карету, узнав, что дети находят его забавным, потому что он очень высокий. Когда Широ благодарит семью за то, что они его подвезли, они говорят ему, что это не проблема, потому что люди в этом регионе всегда помогают друг другу. Они очень дружелюбны к нему,
и Шира чувствует, что они слишком доверчивы. Он спрашивает их, что бы они сделали, если бы он был бандитом, а затем пытается напугать детей, но мальчик говорит ему, что он не может быть бандитом, потому что колокольчик не звонил. Шира не понимает, и женщина показывает ему колокольчик с магическим кристаллом внутри, который звонит, когда рядом находится плохой человек. Шира впечатлен этой идеей и думает, что тоже может сделать такой магический кристалл. Он вдруг вспоминает, что не представился, и рассказывает семье о себе, а они тоже представляются. Мужчина, управляющий каретой, Палум, его жену зовут Элиза, а их детей Юннань и Каин. Пока они обмениваются приветствиями, Би вдруг начинает издавать звуки, и дети замечают, что звук исходит из-за спины Шира. Им не терпится увидеть, что он прячет под плащом, и Шира нервничает. Он говорит, что это редкий монстр, и они могут быть шокированы, увидев его. Элиза говорит ему, что это не проблема, потому что у искателей приключений обычно есть монстры-спутники. Это заявление придает Широ уверенности, и он выпускает Би, но только после того, как предупреждает ее, чтобы она никого не кусала. Дети в восторге от милой Би, но родители удивлены, потому что драконы довольно редкие монстры. Палум спрашивает Шира, не рыцарь ли он, раз у него есть дракон, и тот объясняет, что случайно нашел драконье яйцо и вылупил его. Но это еще больше шокирует Палума и Элизу. Они говорят, что рыцарей драконов очень трудно встретить, а драконы еще более редки. Теперь Шира заинтересовался рыцарями-драконами, и судя по аниме, которое он смотрел в прошлой жизни, он думает, что они должны быть настоящими крутыми ребятами. Вскоре приезжает рыцарь, и семья решает разбить лагерь. Шира создает свет, а затем размещает магические камни вокруг лагеря, чтобы создать барьер. Он говорит всем, что магические камни отпугнут монстров, но если что-то случится, Би предупредит их. Семья полностью доверяет Би, а не Шира и магическим камням, и он разочарован. После этого Элиза собирается готовить ужин, но Шира просит ее позволить ему приготовить. Он достает из своей волшебной сумки кухонные принадлежности и ингредиенты, что тоже удивляет семью. Затем он готовит еду из ингредиентов, которые нашел сегодня, и все поражены вкусом. Палум даже начинает плакать, потому что ему было скучно есть вяленое мясо каждый день в пути. Он говорит, что Шира, конечно, волшебник, и он волшебник вкуса. Все смеются над этим, а потом поют и танцуют перед сном. Это новый опыт для Шира, который на земле всегда ужинал один, и он чувствует, что ужинать в компании – это действительно здорово. К рассвету Палум уже чистит поводья и карету. Пока дети спят, а Би лежит между ними, Шира уже проснулся и сидит на земле, чистя свои ножницы до блеска. Элиза тоже выходит из кареты, все убрав, и приветствует Шира, говоря, что тот, кто хорошо заботится о своих инструментах, станет хорошим искателем приключений. Шира понимает, что в последнее время ему очень нравится его жизнь, и хотя он получил класс собирателя совершенно случайно, возможно, у него это хорошо получается. Вскоре они собираются продолжить путешествие, но на этот раз Шира спрашивает, может ли он немного подержать поводья, и Палум с радостью соглашается. Вскоре он садится на переднее сиденье рядом с Палумом, и они без проблем продолжают путь. Единорог кажется очень умным зверем, потому что слушается и выполняет все команды Шира. Вскоре Би тоже просыпается и сразу же подлетает к Шира, а потом устраивается у его ног. После легкого путешествия, которое заняло еще пару часов, они наконец видят первые очертания деревни Торми и вскоре подъезжают к главным воротам. Шира сразу же выходит из кареты. Палум и его семья благодарят его за чудесное время, проведенное с ним, и уезжают. Стражник, кажется, знает, кто такой Палум, и говорит, что Палум всегда приносит с собой весну. Это заинтересовало Шира, и он спрашивает стражника, чем именно занимается Палум, и тот отвечает, что Палум и его семья путешествуют по теплым регионам, потому что он ткач по профессии. Поэтому, когда Палум приезжает в эту деревню, это значит, что скоро наступит теплая весна и лето. По словам стражника, в последнее время в этих местах стало меньше дичи. Шира понимает, почему Пол был так рад еде. Он благодарит Бога за то, что тот дал ему возможность быть хорошим собирателем, потому что ему никогда не приходится думать о том, где найти еду или деньги. Чуть позже он заходит к торговцу, который дал ему задание, и показывает ему все, что собрал. Торговец долго рассматривает предметы один за другим, но особенно его интересует один из камней. Вскоре он поворачивается к Шира и спрашивает, где он нашел этот камень. Это не просто мифриловая руда, а волшебная мифриловая руда, и Шира понятия не имеет, откуда она взялась. Но торговец утверждает, что это легендарная руда. Это наконец-то заинтересовало Шира, и он спрашивает, дорогая ли она, а торговец пытается объяснить ему масштаб этой находки, говоря, что в этом камне содержится огромное количество концентрированной маны, и даже 2-3 камней хватило бы, чтобы заменить все магические камни в этом королевстве. Шира потрясен этим, но не хочет раскрывать свой особый навык, поэтому говорит, что просто случайно нашел его.
Торговец не верит ему и говорит, что даже если он нашел его случайно, у него определенно есть много навыков и удачи. Он говорит Широ, что его навыки здесь бесполезны и что ему нужно переехать в следующий большой город из этой деревни, который называется Белками. Там он найдет людей, у которых есть деньги, чтобы покупать такие вещи, и узнает больше об этом мире. Он также предлагает ему вступить в гильдию, которая даст ему знания продвинутого уровня, что определенно поможет ему в будущих приключениях. Позже вечером он расслабляется в своей комнате и начинает искать информацию о гильдиях и искателях приключений. Он понимает, что быть искателем приключений может быть очень выгодно, но он не торопится. Он решает, что следующим шагом будет уехать и вступить в гильдию. Но пока он останется в Торме на некоторое время. Проходит пара дней, и он предлагает приготовить зверя, которого убил пару дней назад, для всей деревни. Поскольку дичи было мало, всем понравился вкус мяса и, возможно, сальмонеллы. Но даже деревенские хулиганы были довольны, так что миссия выполнена. Он проводит еще несколько дней, собирая вещи в деревне, но вскоре собирается уезжать. Милая старушка дает ему кучу приправ и специй, чтобы он взял их с собой в путешествие, и говорит, что жители деревни хотели бы, чтобы он остался подольше, потому что они уже привыкли к его присутствию. Широ обещает вернуться однажды, но сейчас ему нужно двигаться дальше. Чтобы убедиться, что у него есть все необходимое, старушка дает ему кучу домашней еды, потому что путь до Белками долгий и займет почти месяц. Она говорит ему, чтобы он возвращался в эту деревню, если когда-нибудь соскучится по дому. Широ благодарит ее и возвращается в свою комнату. Он укладывает пчелку спать перед завтрашним долгим путешествием и сам собирается лечь спать. Он думает о том, как хорошо к нему относились в деревне, и решает, что тоже должен что-то дать взамен. Он встает с кровати и подходит к столу, где стоит фонарь и волшебный мифриловый камень. Он думает о том, что деревенскому стражнику приходится день за днем стоять на улице, чтобы в деревню не проникли монстры. Поэтому он использует свою фантазию и ману волшебных камней, чтобы соединить фонарь и создать новый волшебный предмет. На следующее утро, когда он был готов отправиться в путь, вся деревня пришла проводить его. Он понимает, что эта маленькая деревня стала его настоящим домом, и он обязательно вернется сюда. Поэтому он дарит им созданный им волшебный предмет. Он говорит стражнику, что этот предмет может создать вокруг них магический барьер, который защитит их от любых опасных монстров, которые могут приблизиться к ним. Жители деревни очень благодарны за такой удивительный подарок, но торговец берет предмет в руки и осматривает его. Прежде чем спросить Широ, использовал ли он для этого волшебный мифриловый камень, он открывает дно и достает его. И видит, что камень лежит прямо там. Но прежде чем он успевает остановить Широ и попросить его взять камень с собой, Широ убегает, сказав торговцу, чтобы тот оставил его для деревни. Вся деревня машет ему на прощание, и его путешествие наконец-то начинается заново. Утренний воздух холодит лицо, когда он идет по полям, наслаждаясь прекрасным днем, и вдруг натыкается на огромного краба-монстра. Сначала он очень пугается, но решает проверить характеристики зверя и понимает, что это монстр морского ранга, а значит, с ним не должно быть слишком сложно справиться. Он также замечает, что краб съедобен, и у него текут слюнки, когда он говорит пчелке, что крабовое мясо очень вкусное. Он готовится к бою и использует магию, чтобы укрепить свое тело. Но прежде чем он успевает спланировать атаку, пчелка использует свой сверхзвуковой удар, который мгновенно сбивает монстра с ног. Но прежде чем он успевает его разрубить, вокруг него появляются еще два краба, которые двигаются из стороны в сторону. Он начинает придумывать план, думая, что крабы могут двигаться только вбок, и это можно использовать в своих интересах. Но к его ужасу крабы сразу же бросаются на него, не давая времени увернуться. Он думает, что на этом его путешествие закончится. Но, к счастью, Би не так глуп, как он, и хватает его за воротник, поднимая в воздух, пока два краба яростно сталкиваются друг с другом. Оба краба мгновенно умирают. Но опасность еще не миновала, потому что первый краб встает и снова бежит к нему. Но на этот раз Широ лучше подготовился и достает свой посох, чтобы нанести удар, мгновенно убивая монстра. Вечером они готовятся к сытному ужину, и Широ использует свои чары, чтобы укрепить руку, отрезает крабовые ножки. Кладет их в кастрюлю и добавляет воду и специи, чтобы приготовить густое рагу. Когда мясо готово, они вскрывают панцирь и впервые в этом новом мире пробуют краба, наслаждаясь его вкусом. Широ доволен собой и говорит пчелке, как ему хорошо, и как он не может дождаться, когда они отправятся в путешествие, чтобы попробовать еще больше вкусов этого чудесного мира. Видимо, жители деревни были лжецами, потому что я уверен, что ему не понадобился месяц, чтобы добраться до города Белта, который представляет собой огромное защищенное сооружение, окруженное с одной стороны водой. Он встает в очередь вместе с другими крестьянами, чтобы войти в город, но, понимая, что может выделяться, использует магию, чтобы сделать свою волшебную сумку обычной, и даже просит пчелку спрятаться на время. Вскоре его вызывают в иммиграционный отдел, где проверяют его багаж и документы, чтобы убедиться, что он не собирается разрушать башни. Они кажутся очень беспечными, потому что просто используют базовое магическое сканирование,
проверяя, нет ли у него судимостей, а женщина проверяет его сумку, но не находит ничего необычного. Широ интересно узнать, как его характеристики выглядят для других людей, но он понимает, что они должны выглядеть нормально, потому что Бог позаботился о том, чтобы он не выделялся. Парень говорит ему, что с ним все в порядке, но у него есть благословение дракона, что их смущает. Широ решает рассказать правду и показывает им пчелку, которая сразу же очаровывает их, но агент говорит ему надеть на дракона бирку, потому что они не могут позволить, чтобы вокруг летали неопознанные существа. Широ использует браслет, который у него был, и надевает его на хвост пчелки, что означает, что они прошли иммиграционный контроль и их приветствуют в городе. Он сразу же попадает в шумный город, где люди всех рас идут по своим делам. Покупают еду, покупают доспехи, ходят в тренировочные залы и так далее. Он с восхищением ходит по городу, пока не замечает вдалеке здание гильдии. Он направляется прямо к гильдии искателей приключений и входит в зал, где видит красивое место, заполненное воинами и товарищами. Внезапно к нему подходит Ария, девушка-зайчик, которая приветствует его в гильдии и спрашивает, не хочет ли он зарегистрироваться здесь. Широ кивает и идет за ней к столу, где она записывает всю его информацию и спрашивает, есть ли у него боевой опыт. Широ отвечает, что у него не так много опыта, но он сражался со странной птицей, змеями-волками и кучей огромных крабов. Ария выглядит озадаченной и спрашивает, есть ли у него доказательства, поэтому этот идиот лезет в карман и достает целого мертвого краба. Кладет его на стол, и тот разбивается под тяжестью. Ария пугается и выбегает на улицу, а все в гильдии собираются посмотреть, что произошло. Один из фурий использует свой особый навык, чтобы проверить Широ, и говорит ей, что она должна успокоиться, потому что Широ не кажется опасным человеком. Широ немного смущен, но Фурия объясняет, что у него есть особая способность, которая позволяет ему видеть намерения каждого человека. Если бы он появился в красном цвете, это означало бы, что он хочет причинить неприятности. Но поскольку он оказался синим, с ним все в порядке. Широ рад этому, но Фурия спрашивает, зачем он носит с собой мертвого краба. Широ отвечает, что очевидно он хочет его съесть, потому что только идиот стал бы выбрасывать хорошее крабовое мясо. Но это шокирует членов гильдии, потому что в этом мире, похоже, не едят крабов, но они все равно более терпимы, чем Америка при Трампе. Поэтому они позволяют ему жить так, как он хочет. После этого Фури говорит Арии, что она должна закончить его регистрацию. Он спрашивает Широ, есть ли у него напарники, и Широ отвечает, что пока его единственный напарник – его дракон-пчелка. Это действительно шокирует зрителей, потому что они не видели много драконов в своей жизни. А для человека быть собирателем, что само по себе редкий класс, а потом иметь суперредкого зверя – это почти невозможно. Но Широ стоит здесь. Он сразу же привлекает к себе внимание, и несколько гильдий начинают приглашать его на свои вечеринки. Ария решает отвезти его в соседнюю комнату, чтобы поговорить наедине, но Широ ожидал, что под столом будет что-то интересное, но получил только печать гильдии на заявлении. Это доказывает, что он настоящий искатель приключений, и ему выдают медный браслет, обозначающий его ранг F, с которого должен начинать каждый новый член гильдии. Широ не возражает, потому что начинает представлять все удивительные приключения, в которые он отправится. Прошло полмесяца с тех пор, как Широ приехал в этот город, и он уже стал любимцем. Он постоянно приносит действительно качественные вещи, которые быстро продаются, и считается лучшим собирателем в городе. Это приводит к тому, что у него появляется еще больше работы, и клиенты специально просят его, потому что он не берет непомерную плату, но дает им вещи, которые стоят своих денег. Он снова возвращается в гильдию, принося свежую партию волшебных грибов, которые он получил от Майка Тайсона. Зверочеловек за столом осматривает грибы, потому что знает, что Майк предпочитает только лучшие грибы, иначе он откусит кому-нибудь уши. Но с Широ ему не о чем беспокоиться, потому что грибы всегда высшего качества. Но прежде чем он успевает заплатить, в комнату пробирается Ария с кучей новых заданий для него, утверждая, что они получили много заказов, в которых просят именно Широ как собирателя. Широ смотрит на количество заданий, которые она держит в руках, и говорит, что не сможет выполнить их все сразу, поэтому берет половину. Ария оставляет вторую половину на хранение. После этого Широ решает немного расслабиться и идет в баню, чтобы принять теплую ванну, которая полностью снимает боль в теле. Он вздыхает с облегчением, когда теплая вода ласкает его тело, как поцелуй возлюбленной, а пчелка, кажется, тоже наслаждается, плавая в воде. Не беспокоясь ни о чем, Широ вспоминает, какой отвратительной и грязной была вода в ванне, когда он только приехал сюда. Но благодаря своей магии он может перерабатывать чистую теплую воду, делая подарок жителям этой гильдии. Его мысли прерывает серебристый ящер по имени Клей, который входит в баню, здоровается с Широ и спрашивает, как у него дела. Широ отвечает, что у него все хорошо, а потом спрашивает, зачем он здесь, ведь обычно в это время он где-то путешествует. Клей садится в ванну рядом с Широ и отвечает, что тоже не пришел бы сюда в это время. Но его старые шрамы начали болеть, и это его сильно раздражало. Поэтому он пришел сюда, чтобы теплая вода немного успокоила их.
Затем он обращает внимание на Шира и говорит, что недавно слышал слухи о том, что Шира может использовать исцеляющую магию, потому что он, по-видимому, использовал свою магию, чтобы вылечить бедного больного человека из трущоб. Шира просто улыбается и отвечает, что просто повторил то, что видел раньше. Затем Клей спрашивает, взял ли он деньги у жителя трущоб, но уже знает ответ, что он ничего не взял с бедного человека. Он говорит Шира, что если бы он захотел, то мог бы заработать кучу денег, используя свою исцеляющую магию для лечения людей, потому что целители всегда пользуются большим спросом. Но Шира задается вопросом, не возненавидят ли его целители, которые берут большие деньги за рентген. Клей просто смеется и спрашивает, получил ли он уведомление о повышении ранга. Но Шира отвечает, что его все устраивает, и он не хочет менять свой ранг, потому что хочет держаться подальше от внимания. Клей отвечает, что если он будет так себя вести, то будет все больше и больше привлекать к себе внимание и может нажить себе врагов, которые сделают все, чтобы его уничтожить. С этим советом Клей встает из ванны и уходит. После расслабляющей ванны он возвращается к стойке регистрации, где ему платят за работу, а пчелка перекусывает крекерами. Но администратор снова спрашивает, когда именно Шира планирует повысить свой ранг. Шира улыбается и отказывается, говоря, что ему еще нужно кое-что усовершенствовать, прежде чем он сможет подумать о повышении ранга. Он знает, что гильдия могла бы предложить ему более высокооплачиваемую работу, если бы у него был более высокий ранг, что было бы хорошо и для него, и для гильдии. Но сейчас он находится в очень хорошем положении, когда ему платят за то, что он делает, не жертвуя при этом своей личной свободой. Когда он уже собирался идти в свою комнату, в гильдию входит посыльный и кричит, что на город нападет орда гоблинов. Вся гильдия тут же начинает действовать, призывая воинов, готовя доспехи и щиты. Пока глава гильдии спрашивает одного из разведчиков о приключенцах, которые все еще находятся в городе, маленькая девочка-мышка отвечает, что сейчас доступен только Клей. Остальные уже на задании. Он просит ее немедленно позвать его и объявляет, что каждый приключенец ранга D и выше должен участвовать в этой битве. Шира наблюдает за происходящим, но решает, что это не его проблема, потому что у него все еще ранг F, но глава гильдии все равно зовет его. Он говорит, что им нужна его помощь прямо сейчас, и сообщает, что гоблины, скорее всего, нападут с западной стороны и попытаются прорваться через главные ворота. Поэтому лучший способ защитить город – не дать им пересечь мост к главным воротам. По всей гильдии раздается одобрительный рев. Воины с энтузиазмом достают мечи, и Шира понимает, что все эти ребята – настоящие спортсмены, которые воодушевлены, а он больше похож на либерала, который пьет матcha-латте с овсяным молоком. Внезапно двое здоровяков, стоящих рядом с ним, начинают смеяться над ним, говоря, чтобы он не мешался под ногами, иначе его раздавят, прежде чем он успеет пошутить. Глава гильдии прерывает их и спрашивает Шира, не тот ли он собиратель, о котором он слышал. Он говорит, что некоторые в гильдии восхищаются им и безоговорочно хвалят, поэтому глава гильдии Грид решает проверить его, чтобы узнать, настоящий ли он. Грид также впечатлен тем, что Шира один из немногих, кого он не запугал, и желает ему удачи. Он оставляет с ним мышку и берет двух других здоровяков. Мышка поворачивается к Шира и извиняется. Обычно приключенцев ранга F не берут на такие мероприятия, но Грид, должно быть, что-то в нем увидел, поэтому позволяет Шира сражаться. Похоже, это будет твой первый бой, потому что она очень взволнована мыслью о встрече с настоящими врагами на поле боя. Но вскоре ее волнение сменяется ужасом, потому что она не может унять дрожь от страха и тревоги перед нападением. Она пугается птиц вокруг и крепко обнимает Шира, умоляя его спасти ее. Шира понимает, что это будет проблематично, если она будет мешать ему в настоящем бою. Поэтому он просит ее пока успокоиться, потому что они еще даже не видели врага. Не говоря уже о том, чтобы участвовать в битве. Он подбадривает ее, говоря, что она должна просто сосредоточиться на лечении раненых приключенцев, и это уже будет очень полезно. Мышка, кажется, немного успокаивается и, наконец, перестает плакать, прежде чем вернуться в лагерь, чтобы помочь раненым. Смех Клея удивляет Шира, который не ожидал увидеть его здесь. Они начинают разговаривать, и Шира сразу же спрашивает, почему он не на передовой, ведь он один из лучших бойцов, которые у них есть. Но Клей отвечает, что его старые раны в последнее время сильно болят. Без всякой помощи Шира сразу же указывает на место, где находится шрам, что немного удивляет Клея, который спрашивает, не думает ли Шира, что Клей получил его, убегая, потому что шрамы на его спине. Но Шира отрицательно качает головой. Он достаточно хорошо знает Клея, чтобы понять, что тот никогда не убежит от врага, а значит, он, скорее всего, получил эту рану, защищая кого-то очень близкого ему. Он говорит, что шрам — это знак храбрости, что Клей рисковал жизнью и спас кого-то. И даже после этого он снова вернулся на поле боя, готовый спасти любого, кто нуждается в его помощи.
Но прежде чем они успевают продолжить разговор, Клей замечает вдалеке облако пыли. И его лицо искажается от ужаса, когда он понимает, что строй гильдии, должно быть, не выдержал, и гоблины прорвались. Он тут же берет копье и готовится к бою. Широ просит его не вмешиваться, потому что у него болят раны. Но Клей говорит, что сегодня ему нужно спасти новых друзей, и бежит навстречу врагам. Широ понимает, что теперь он тоже должен вступить в бой. Поэтому он со вздохом достает свой магический посох и создает барьер вокруг палатки, где лечат раненых. Он тут же использует свою суперскорость, чтобы бежать к месту сражения, где видит лишь несколько потрепанных приключенцев, которых атакуют гоблины. Там же находятся два здоровяка, которые пытались запугать Широ, и они тоже сражаются с врагами. Но несколько гоблинов прорываются мимо них к городу. Широ не собирается их отпускать и использует магию, чтобы укрепить свое тело, а затем избивает гоблина до полусмерти. Он понимает, что эти гоблины намного сильнее тех, с кем он сражался раньше, поэтому просит помощи у Би, который тут же спрыгивает с его плеча и избивает всех гоблинов в округе, мгновенно сбивая их с ног. Другие приключенцы благодарят Широ за помощь, говоря, что все шло по плану, но откуда ни возьмись появился высокопоставленный гоблинский сержант и полностью разрушил строй. Только благодаря Клею им удалось отступить и продержаться до сих пор. Широ понимает, что Клей, возможно, в беде, и тут же бросается в лес. Там он, наконец, находит Клея, сражающегося с группой гоблинов, и убивает их одного за другим. Но к его ужасу, его раны начинают болеть, и он падает на колени от боли. Но это было ошибкой, потому что гоблины тут же пытаются его схватить. К счастью, Широ вовремя вмешивается, шокируя гоблинов и спасая Клею жизнь. Но прежде чем они успевают отступить, появляется хаб-гоблин и прыгает на них. Они оба уклоняются от атаки, но их снова окружают гоблины. Клей говорит Широ бежать, пока он их сдерживает, но Широ решает попробовать что-то новое. Би шокирует нескольких гоблинов, вызывая замешательство, и в это время Широ достает из пещеры воду и брызгает ею на Клея, а затем произносит исцеляющее заклинание, которое не только полностью исцеляет его спину, но и превращает его в кайдзю номер 8. После этого Клей в одиночку уничтожает всех гоблинов. И к тому времени, как дождь прекращается, Клей остается единственным выжившим. На место происшествия прибывает глава гильдии, благодарит Широ за помощь и обещает вознаградить его за это. Позже вечером Клей заходит в комнату Широ и снова становится самим собой. Он спрашивает Широ, что именно он в него бросил, и Широ объясняет, что это была вода из озера, богатого маной, из логова древнего дракона. Клей отвечает, что его предки были драконами, но теперь он всего лишь ящерица. Но благодаря Широ он смог превратиться в полудракона, но говорит, что слишком боится использовать эту форму, боится потерять контроль над собой и разрушить все вокруг. Но Широ говорит ему не волноваться. Внезапно Клей становится серьезным и спрашивает Широ, кто он такой. Широ наконец решает рассказать ему правду. Он говорит, что переродился в этом мире после того, как умер в другом, и Клей с трудом в это верит. Но после того, что он уже видел, он больше не может верить своим глазам. Они решают закончить разговор и вернуться в свои комнаты. На следующее утро Широ просыпается рано и отправляется в город, чтобы еще немного осмотреться. Он находит магазин, где продаются разные товары, и стоит у окна, наблюдая за происходящим.